Матрос, стоявший у правого борта, впервые за вахту нахмурился так, что морщины на лбу будто разлились в полосы. Он снял бинокль, встряхнул головой, затем подошел к капитану и, чуть судорожно постукивая по поручню, произнес: «Капитан Волков, по правому борту что-то светится, как будто берег. Посмотрите». Капитан Петр Волков, седой, загорелый человек с морскими линиями у глаз, остановился на мостике. Небо над Тихим океаном было чистым, горизонт ровный, бесконечный. Судно, научно-популярная яхта «Андромеда», шло по проложенному курсу. Исследовательская экспедиция, пара туристов и штат персонала. Казалось бы, спокойный рейс. Тем не менее, Волков не стал игнорировать предупреждение. Море воспитывает уважение к мелочам. Они уменьшили ход, подплыв ближе. 100 метров, 70, 50. И тайна начала обретать форму. Это не была обычная отмель. Перед ними раскинулось поле Пемзы, бесконечное, словно молочный плащ, поверхность, переливавшаяся на солнце тысячами пузырьков. Она лежала на воде, спрессованная в рваную, пористую сеть, как если бы океан вдруг стал покрыт мягкой, легкой каменной коверкой. «Пемза», — прошептал механик Сергей. «Редкость в таких масштабах». Биолог Инга, молодой научный сотрудник со склонностью к восторгу, уже доставала планшет и бинокль одновременно. «Это даже не просто пемзовое пятно», — говорила она. «Это целая поляна. Всплывает после мощного подводного извержения. Нам нужно собрать образцы». Капитан отметился мысленно. Пемза образуется, когда фактически расплавленная лава выбрасывается и, соприкасаясь с водой, мгновенно охлаждается, образуя пористую, легкую породу. Иногда фрагменты скапливаются в щитовые полосы, плавают днями, неделями. Но то, что открывалось им, имело колоссальные размеры, как прибрежная зона, вытянувшаяся на сотни метров. Через пемзовую гладь тянулась узкая полоса чистой темной воды, словно кто-то прорезал белую бумагу тонкой линией. Воля капитана склониться к осторожности. Он принял решение пройти по полосе, чтобы быстрее выбраться из поля и не рисковать винтами и гребными механизмами, которые Пемза могла забить и вывести из строя. «Держаться по центру полосы», — скомандовал Волков. «На минимально возможных оборотах, плавно. Следите за эхолотом и звуковыми показаниями». Сначала все шло ровно. Судно покатывалось по темной полосе, Пемза шуршала по борту, как мелкий снег. Но спустя несколько минут полоска начала странно расширяться, словно сам океан решил поглотить их проход. Ткань Пемзы расступалась, затем снова сомкнулась, и это движение было непостоянным, словно пульс. Эхолот сообщил о резком подъеме рельефа под килем. Глубина уменьшалась быстрее, чем ожидалось. И тут, за кормой, приглушенный, глубокий грохот, похожий на удар кузнечного молота под толщей воды. Корпус легонько задрожал. Вода рядом с судном забурлила, будто в самой темноте под ними кипел котел. «Что за...» Сергей не успел закончить. Слышался звук, похожий на подводный выстрел, и с поверхности начали подниматься пузыри, крупные, раздирающие плоскость Пемзы. Сначала это были отдельные столбы, затем целые фонтаны, мощные струи, бьющие вверх, швыряя обломки породы и пар. Волнение росло. Океан в нескольких десятках метров от них превратился в кипящую, шевелящуюся поверхность. Пар, зловоние серы, шум и гул. «Подводное извержение», — тяжело сказал капитан. «Набор оборотов! Вперед! Хватит колебаться!»
Пемзовая дорожка за кормой начала расщепляться и исчезать под набирающей силу волной выброса. Если бы они задержались еще минуту, два, то оказались бы в эпицентре. Горячие фрагменты, ударные волны и удары паром, способные сорвать судно с курса и повредить корпус столь, что без буксира не обойтись. Но воля и слаженность команды спасти Андромеду. На глазах у всех происходило нечто величественное и страшное одновременно. Над центром взрыва стала подниматься плотная, темная масса. Сначала выступы, затем скопление раскаленной породы. Черные зубцы, словно кости, вырвались из-под воды и соединились в купол, затем в вал. Через несколько минут над волнами показалась голая макушка. И эта макушка превратилась в остров. Новый, сырой, еще не успевший застыть камень, плод недавнего столкновения внутренности Земли с водой. Масса была далека от размера настоящего материка. Это был молодой, хрупкий обломок, но все же Земля. Она росла, кусок за куском, как будто океан вылеплял из огненной глины новую точку на карте. Вокруг нее Пемза слипалась в цепи, образуя прибрежные губы, которые затем закрывали входы и бухточки. Пар и дым вздымались в небо, и над ними кружили испуганные морские птицы. Капитан огромным усилием воли и опыта удерживал Андромеду на пути, давая машине обороты, но не позволяя ей попасть в расщепленные потоки. Команда работала в слаженном ритме. Механик держал руку на двигателях, штурман наблюдал за эхолотом, а Инга, не в силах упустить шанс, вместе с ассистентами готовила маленький погружной дрон и сетки для сбора образцов Пемзы и воды. По радио уже шли первые сообщения в порты и научные центры, координаты, описание, просьба о поддержке. Когда первый шок прошел, на борту обозначилось ощущение причастности к событию, редкому и значимому. Каждый понимал, они стали свидетелями рождения Земли. Но вместе с этим пришло и чувство ответственности. Появление острова означало не только научный интерес, но и риск для мореплавания и экосистемы. Пемзовые массы кружили вокруг, представляя угрозу для других судов, а еще материал, который люди могли захотеть собрать и продать. Вход в бухту мог привлечь браконьеров и смельчаков. Те же мысли подсказывали и местным геологам, которые в течение часа подключились по спутнику. Контролируйте подходы, выставьте буи, зафиксируйте координаты. Возможна сейсмическая активность. Капитан связался с прибрежной стражей и местными властями. Через несколько часов на место уже двигались научные суда, лесно-морские инспекции и патрульные катера. Ночью вокруг острова море прятало его в паровой дымке. Судовым приборам приходилось работать в условиях помех и температурных аномалий. Время от времени мелькали электрические разряды, когда пар и горячие потоки встретили холодную морскую водную поверхность. Но вдали над горизонтом мир оставался прежним, и только те, кто стоял на мостике Андромеды, знали: мир меняется тут и сейчас. На следующий день исследовательская группа высадила автономный зонд, и Инга лично курировала процесс. Данные, которые поступали, шокировали и вдохновляли. Температура воды вблизи источника поднялась на десятки градусов. Кислотность изменилась, состав ионов показывал богатый спектр минералов. Пемза была не просто пустой породой. Внутри нее находились минералы, возможно, редкие элементы, обогащенные глубокими магматическими потоками. Профессор из университета прислал сообщение: если образцы подтвердят наличие редкоземельных или радиоактивных элементов, это может иметь геологическое и экономическое значение. Волков пожал плечами. Природа не спрашивает у нас, что делать. Она просто делает. Несколько дней спустя на место пришли десятки судов. Некоторые официальные, с научным оборудованием,
другие – коммерческие, рыбаки, желающие поймать стай, привлеченных новым прибрежьем. Еще были те, кто хотел собрать пемзу для продажи. Капитан Волков и его команда, пользуясь авторитетом и связями, помогли организовать координационный центр, зоны доступа, дистанции безопасности, запрет на сбор образцов без разрешения. Волков понимал, что если не установить правила сейчас, место перетворится в поле для хаоса, разрушив первичную экосистему. Между тем остров динамично менялся. Новые выбросы меняли его форму. Некоторые участки остывали и покрывались черной коркой. Другие еще сочились огнем. Там, где кора успевала созреть, мельчайшие формы жизни, водоросли и бактерии находили опору. И через недели появились первые зеленые пятна. Микроскопическая жизнь явно бралась за то, чтобы заселить новую почву. Морские птицы, привлеченные покоями и выступами, начали использовать остров как точку отдыха. Рыбы сменили миграционные маршруты, а иногда в ночной тишине можно было услышать рев, подобный далекому отзвуку природы, словно Земля сама напевала свою колыбельную. На 4-й день на Андромеду подошел представитель научного флота. Тяжелая исследовательская платформа с оборудованием для бурения и глубоководных наблюдений. Волков передал координаты, помог с логистикой и дал возможность ученым взять образцы. На борту Андромеды царило ощущение миссии, совмещенной с трезвым профессионализмом. Они не просто наблюдали, они содействовали науке. Но события не шли по линейному сценарию. В один из дней южная часть острова дала трещину, масса камня осела, и с нее сорвалась часть прибрежной коры. Волны прихватили обломки, унесли их в море, а в некоторых местах произошли мини-цунами. Небольшие, но мощные волны, которые могли повредить необязательное судно, стоящее слишком близко. Это напомнило всем. Земля, рожденная из огня, еще хрупка. Инга в отчете, который она отправила в университет, подчеркнула: нельзя заразиться эйфорией от увиденного. Это лаборатория для исследования, и к ней надо относиться с уважением. Прошло несколько недель. Остров медленно, но верно креп. Некоторые участки были покрыты темной коркой вулканического стекла, другие усеяны рыхлой пемзой. Появились первые колонии лишайников и водорослей. Птицы использовали камни как гнезда. Рыбаки стали уважительно относиться к зоне, видя, что не стоит вмешиваться в процесс. Мир принимающих решений, ученых, служб и капитанов нашел баланс между исследованием и сохранением. Когда экспедиция подошла к концу, и Андромеда впервые за долгое время снова держала курс в открытое море, Волков собрал команду на мостике. Лица были уставшие, но довольные. Инга держала в руках плотную папку с образцами и записями. Сергей, механик, рукоплескал и говорил о том, как напишет матери письма. Туристы показывали друг другу фотографии, а капитан тихо произнес: «Мы видели рождение. Мы были осторожны и вовремя ушли. Это редкий дар — увидеть, как мир создает сам себя. Не теряйте уважения к морю и к земле. Никто не вправе вершить судьбы этого острова без науки и совести». Эти слова остались с каждым. Они знали, история, которую они пережили, будет передаваться в научных отчетах, в газетных статьях, в разговорах у костра, когда моряки будут пересказывать о дне рождения Земли. Новый остров получил имя, включенное в карты и журналы, и стал объектом долгосрочного наблюдения. Он напоминал людям, как хрупка и могущественна планета. А капитан Волков, взглянув на удаляющийся силуэт молодой Земли, поднял бинокль еще раз. На горизонте ничего не изменилось, но в нем заиграла мысль. В мире, полном рутинных маршрутов и карт без сюрпризов, иногда природа совершает невообразимое. И если вовремя быть внимательным, если вовремя принять решение,
можно не только спастись, но и стать частью великой истории. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история о том, как Андромеда стала свидетелем рождения острова, поддержите наш проект, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и рассказы о природе, науке и людях, живущих среди стихий. Спасибо, что были с нами.